Итак, я продолжаю играть в Амнезию. Так, у нас тут 4-й акт. Я тогда, когда проходил первый, второй, я говорил, что их 5. Я не знаю, откуда я это взял. На самом деле 4. И это как раз вот 4-й, последний. Я в прошлый раз нашел тут заметку, прочитал ее. С машиной что-то не так. Два рычага на верхнем этаже не работают. Возможно, связано с какой-то поломкой в машине. Это тоже значит. Да. Так, ну ладно. Давайте попробуем разобраться. Дверь не поддается. Там ничего нет. А, вот это вот зато поддается. Сколько у меня этих? 10. Не нравится мне это место. Как же оно мне не нравится. Тут стрёмно на самом деле. Но так как это хаб, я предполагаю, что тут безопасно. Возможно, это глупо так предполагать, и я скоро сдохну. Но все-таки я так предполагаю. Так вот, о! Прикольно, я ящик двигал, эти штуки просто в воздухе продолжали висеть без движения. Агриппа, только не засыпай. Ты чувствуешь шприц? Нет, ничего не чувствую. Александр? Да. Скоро я даже двигаться не смогу, да? Твоя жизнь в безопасности. Верю. Только что это за жизнь? Стоит ли так жить? Агриппа. Я все еще до сих пор не могу понять, какая его роль во всем происходящем. Оу, щет. Это вообще не прикольно. Помоги мне. Потяни за выключатель. Ты хочешь сказать, ты живой? Спасибо. Я очень тебе благодарен. Меня зовут Агриппа. А тебя? Даниэль. Тебя зовут как пророка, брошенного ко львам? Скажи мне, Даниэль, львы уже окружили тебя? Ты хочешь остановить Александра? А, понимаю. Ты жаждешь падения Вавилона. Ты зря волнуешься, мой мальчик. Без сферы Александр беспомощен. У него есть сфера? Это совсем нехорошо. В святилище практически не пробиться, если в нем есть сфера. Можно пробить барьер с помощью другой сферы. Но Александр сломал свою, то есть мою сферу давным-давно. Неужели? Если ты говоришь правду, тогда дерзай, мой мальчик. Найди осколки сферы и собери ее. Полагаю, теперь он использует их для пыток. Они источают безумие, а ему это весьма полезно, как я понял. Их было 6. Посмотри на клиросе и в трансепте, мальчик мой. Они должны быть там. Угу. Нужен опять эта сфера в пыточных комнатах. Они лежат. С этой стороны дверь не открыть. Что еще раз? Ногу преграждает тяжелая дверь. Да. Мне тут не нравится. О, хлебушек. Это что такое? Яблочки? Какие-то не странные. Ой, мне тут совсем не нравится.
Так, это что? Алтарь. Так, огня. Сколько у меня лампы? Много еще, хорошо. Внезапно так оказалось, что у меня много лампы. Блин, тут что-то очень много мест. Я не понимаю, куда мне идти. Могу пойти в алтарь. Мясо. Зачем оно мне? А, это все просто Я знаю. Я уже был тут. Я помню этот вкус. Вкус дамасской розы, скрывающей правду в тумане. Они могут забрать мою память, но тело помнит. Раны говорят за себя, хоть память и молчит. Они вернутся со мной. О, да. Они еще вернутся. Непонятно, но хорошо, ладно. Понимаю, на вот этом верхнем этаже тут только камера и больше ничего, да? Но в камерах много огнева. Огнев. Это мне рассудок нет вроде. Так, у меня есть все, вот опять же, мясо у меня есть. Я не знаю зачем. Да. Не очень хорошо. Ну-ка, алтарь. Пробуем посмотреть вообще, что это место себя представляет. Мне нужно собрать осколки сферы. Делай то, что нужно сделать. Там урод. Да ведь? Или я что-то неправильно понял? Ого! Так, у меня, ладно, рассудок более-менее нормально все. Охренеть, что за жесть. Осталось совсем немного. Я, словно Орфей, спускаюсь в царство Аида. Что тебе известно? О чем вы? Ни о чем. Забудь. Твоя интуиция весьма развита. Мне вот не нравится то, что он... Понимаю вас. Не бери в голову. В конце концов, это лишь миф. Там идет урод прямо вот сюда. Он ведь не дойдет. Конечно, клево мне дали видение, как раз когда на меня урод шел. Зачем мне кусок мяса, я вот не понимаю. Так, это вообще единственный путь, куда я мог пойти? Такое ощущение, что... Да. Если он сейчас сюда придет, я просто тыкну сюда и выйду из этой локации. Потому что ну нафиг. Интересно, если я сюда потом зайду, он прям тут появится снова? Прям вот на входе, я ничего не смогу сделать с этим.
В этих камерах содержатся пленники для ритуала. Люди, за которыми ты посылаешь, окажутся здесь. Помни, что заключение — это преддверие пытки, так называемая подготовка. Не забирай никого, пока они не будут готовы. Понял. Звуки из камеры пыток передаются сюда по трубам в потолке. Так ты контролируешь своих жертв. Пусть крики одного пленника заставят его сокамерника дрожать от страха. На самом деле это достаточно умно. Что у меня с рассудком? Не так все плохо, как я мог подумать. Но опять же... Не хочу тебя вновь беспокоить, но если ты действительно хочешь убить Александра, может быть, ты возьмешь меня с собой? Я знаю, это звучит глупо, только взгляни на меня. Но если ты найдешь что-то, связанное с человеком по имени Иоганн Вейер, можешь принести это мне. Он работал над тем, как спасти меня, над эликсиром, который освободил бы меня от этого дрянного тела. Нужна записка. Ага. Я думал, ему кусок мяса нужен. Какой рычаг? Ах, этот. Похоже, все вещи Александра начинают ломаться. Погляди в другой комнате. Детали механизма спрятаны тут повсюду. Не сомневаюсь, ты найдешь способ починить его. Это, конечно, клево, но просто твой вид меня немного пугает. Не знаю даже почему. Я, на самом деле, не знаю, куда я еще могу пойти. Если я... Вот это вроде единственная зона, потому что там это снова та лестница, там все закрыто. Попробуем сюда, надеюсь, этот урод не будет стоять прямо здесь. Если будет, то я просто не знаю, что мне делать. Ну-ка. Окей. Его тут нет. Может, она знает. Так. Надо смотреть внимательно. Он пришел вот оттуда. Но сейчас его здесь нет. Наверное. Расколотый мир. Шар. Все погибло, я должен снова начать сначала. С тех пор, как я добыл шар, найденный Агриппой, я пользовался им в своих экспериментах. Случай с Вильгельмом заставил меня забыть об осторожности. Опасаясь, что меня не хватит пленников, я приступил к последнему ритуалу без четкого плана. Шар треснул и раскололся на 6 частей. Я испытал все способы, но починить его мне так и не удалось. Если я не придумаю, как склеить этот шар, мне придется искать другой. В осколках еще осталась какая-то энергия, и, возможно, я смогу использовать ее для других целей. Многовековые усилия оказались напрасными. Я уже начинаю сомневаться в том, что когда-нибудь снова увижу свою любимую. Сколько еще я смогу продлевать себе жизнь? Это Александр, да, пишет? То есть он бессмертный. Там была записка про бессмертного барона. То есть это про него как раз-таки. Закрою-ка я вот это лучше. Масло. Я так понимаю, что это место, это то, куда мне надо эту сферу в конечном итоге будет принести, да? Вот это тогда что? Ничего не понимаю. Может, тут мясо надо сюда поставить, типа как алтарь для приношений? Вот тут, например, кровь. Нет. Ладно. Я, походу, придумываю какой-то бред.
Просто из головы его беру. Опять тут этот ветер. Мне кажется, каждый, что это враг спаунится. Так, теперь пробуем пойти вот сюда вот. Посмотрим, что у нас будет здесь. Там, блин, я за дверью вижу что-то очень непонятное. Какие-то сверкания. Фига себе. Ага, вот сюда надо сферу. И тогда можно будет пройти вон туда, да? Или сюда кусок мяса? Нет. Ну, естественно, нет. Так, что я записал, что на пьедестале в алтарной части храма есть углубление, в которое можно вставить шар. Так, я тут уже много всего исследую, и все больше и больше у меня появляется каких-то именно вот мыслей о том, что надо что-то сделать, но куда мне еще осталось идти, чтобы все это сделать, я не понимаю. Так, это у нас локация или это просто дверь? Дверь. Августа, 1839 год. Похоже, ритуал изгнания потребует больше времени, чем мы планировали. Я занимаю себя тем, что помогаю с пленниками. Меня тошнит от этих отбросов общества. Ни один из них не может достойно встретить наказание. Эти гады лгут, что невиновны. Трусливо молят о пощаде. Даже не верится, что цивилизованный человек может так низко пасть. Я все время напоминаю себе, что все они отъявленные мерзавцы. Я даже благодарен Богу, что Он посылает нам этих гадов, чтобы они послужили моему спасению. Я пытаюсь изучать разные устройства в камере пыток. Опыта у меня пока мало, и в последний раз получилось грязновато. К следующему ритуалу ограждения я буду готов. Что-то мне подсказывает, что они действительно были невиновны, и что это Александр, ублюдок на самом деле. Ведро смолы. А вот тут что? Не поддается, если смолу. Не поддается, да? Вот эта хрень. Это вообще непонятно для чего мне. Смолу я, значит, взял. Так, это фигня полная. Взял смолу, и что дальше? Наверное, что-то надо обратно идти, потому что... Что это, Даниэль? Чувство вины? Вини себя. Ты начал все это. Ты отправил мне письмо с просьбой о помощи. И вот как ты мне отплатил? Да как ты смеешь? Я так понимаю, что мне пора отсюда сваливать. Смолу мне надо использовать в каком-то другом месте явно. Хотя бы я хоть что-то нашел. Но куда мне сейчас-то идти? Это снова ты. Кто я? Меня зовут Генрих Корнелий Агриппа. Знаешь, когда-то я был важным человеком. Барон Александр уже много лет поддерживает мою душу в этих останках. Не знаю, как долго. Возможно, века. Я не знаю, как мне вот эти двери открыть. Надо как-то их... Нет, это точно бред полный. Надо как-то мне с другой стороны, получается, сюда попасть. Не убивай ее.
Есть тут в этих камерах хоть что-нибудь, что может мне помочь? Тут вообще ничего полезного нет. Я не понимаю, что мне надо делать. Куда мне смолу использовать? Куда мне мясо использовать? Это все полный бред какой-то. Обратно, что ли, мне бежать? Может, смолой механизм смазать? О, в начальной комнате. Александр хитер и умен, но у него заканчивается терпение. Окей. Замечательно. Поэтому погнали обратно. Походу вверх по лестнице, по вот этой. Если я ее найду. Так. Понятно, тут лучше с лампой. Или лучше вот это вот поджигать так периодически. Изредка. Так, я снова на начале. Опа. Не заметил тебя. Ай. Вот это место вот абсолютно бесполезное. Окей. Дверь не поддается. Тут, что ли, смолу? Нет. Значит, здесь. Нет. Так, ну ладно, я хотя бы немножко себе восполнил масло. Но я все еще не понимаю, что мне нужно делать. Я вроде все проверил. Где мне использовать смолу и почему это единственное, что я смог найти. Почему он захватил? Хотел-то он на самом деле заполучить не меня, а Иоганна Вейера. Как? Ты никогда не слышал о Вейере? Мальчик мой, он, возможно, величайший человек в истории, а ты не знаешь о нем. Неужели весь мир позабыл о нем? Так, это вот явно вот сюда мне нужно, потому что я этого не заметил. Вейер был моим учеником, моим. Да, я горжусь этим. Что в этом такого? Как мне тут очень много коробок нужно, чтобы я туда смог залезть. Как это вообще меня осуществить? Я даже и не понимаю. Я нашел храм Митры. Ай. Его не тронула рука мародера. Ты знаешь о митроизме? Впрочем, не важно. Вера древняя. Храмы находились в пещерах. Их темные стены олицетворяли вселенную, а внутри верующие люди, удавшие за прощение небес. У верующих было нечто, что связывало их с творением, с верой. Подождите, я запутался, я не могу запрыгнуть. Иногда они поглощают сами себя или раскалываются, если их используют непосвященные. Мне повезло. Сфера, которую я нашел, пощадила мою жизнь и сама возвратилась на свое место. Я знаю об этом, потому что позже Александр забрал ее и привез в Брекенбург. Ай, да что, они все падают? Вейер был отважен и решился на то, на что я не смог. Он открыл несколько пещерных храмов и собрал целую коллекцию сфер. Но, в отличие от других искателей, со времен падения веры в Митру, он смог избавиться от того ужаса, который мы с тобой связываем со сферами. Он использовал сферы и отправился далеко, за пределы этого мира. Почему я не могу прыгать? Будь счастливым. Не настолько, насколько хотелось бы, мальчик.
Я сделал все, чтобы сбежать из этой темницы, но теперь моих сил хватает лишь, чтобы жить. Почему я не могу прыгать? Что меня там блокирует? Андреев сказал, что нашел способ перенести меня в другой мир. Но я испугался отправиться с ним. Как бы. Теперь я могу лишь сожалеть о своем решении. Обо что я бьюсь? Вот сейчас я могу прыгать. Я надеялся, что Веер вернется и даст мне второй шанс. Но на это же надеется и Александр. Вот А. почему я здесь, в плену, ожидаю, что Веер вернется. Все намного проще, чем я думал. Вот теперь, наверное, машины те должны работать, да? Потому что зачем я пытался прям запрыгнуть прям по максимуму наверх, если я мог просто вот так вот сделать? Намного все проще. Я просто не понял. Думал, там комната дальше, надо туда пройти, что-то еще сделать, но, очевидно, нет. Так. Она заслужила это, маленькая дрянь. Ну, как скажешь. Так. Так, у меня полностью нет. Но я явно сделал то, что нужно. Ой, вот сюда вот. Так, теперь уже спускаться вниз и... Ты зашел слишком далеко, Даниэль. Придется тебя остановить. Дальше ты не пройдешь. Прости, друг. Так, и что конкретно ты сейчас сделал, чтобы мне помешать? Тряхнул немножко моим экраном? Что ты хотел, мой мальчик? Ты открыл дверь? Отлично. Я знал, что ты справишься. Так. Трансепта. А здесь что? Опять ты. Жопа ты тупая. Я могу с этим что-то сделать? Главное не свалиться туда. Ох, это будет нехорошо. Так, тут, значит, надо осколки сферы как раз искать. Ну-ка, сколько у меня масла? Неплохо. Пробуем сюда пойти.